Привет! Харьков Regional Film Commission. Мы продолжаем показывать вам Харьков, военный Харьков. И наш сегодняшний сюжет, наша сегодняшняя история посвящена зданию Харьковской областной государственной администрации. И вы знаете, у меня были заготовлены какие-то мысли, истории, сюжеты, исторические отсылки и прочие мысли по этому поводу до того момента, пока мы не приехали в здание. Когда мы в него вошли, у меня как-то все мысли разлетелись. Я считаю, что надо просто показать вам как это выглядит сейчас. А все комментарии и все рассуждения и все рассказы после того, как вы посмотрите на все своими глазами. У обладминистрации есть очень много, у этого места очень много историй. И продолжая тему, которую в разных сюжетах, у разных объектов в Харькове, разрушенных или полуразрушенных войной, продолжая тему того, что это место не вчера родилось, прошло очень тяжелую, долгую историю, и оно когда-то тоже было разрушено, а потом еще было разрушено, и потом было восстановлено, и переживало разные драматические ситуации, и, грубо говоря, говоря словами царя Соломона, и это пройдет. И эта страница в этой истории, она тоже страница перелистнется, и она заживет новой жизнью. Но очень сложно описать все те эмоции, которые лично у меня и у членов съемочной группы нашей возникли, когда мы вошли в это здание. Потому что мы видели, что называется, наживо, как прилетела ракета, мы видели, весь мир видел, как происходили события именно здесь. Но вот так войти внутрь, пройти по этим коридорам, это удалось нам только сейчас. И это очень противоречивое такое чувство, даже если ты не знаешь всей истории этого места, всего, что с ним связано, обстоятельств, например, непосредственно прилета и гибели тех людей, которые погибли во время этой ракетной атаки. Но ты просто видишь какие-то очень контрастные, странные такие артефакты. Вот Влад, наш оператор, он очень умную, мудрую мысль даже такую сформулировал, что для фотографа, для оператора очень важно, выстраивая композицию кадра, сфокусироваться на том или ином объекте, драматургию выстраивать вокруг этого. И когда ты заходишь что сюда, что во Дворец труда, что в соседнее здание здесь на улице Свободы, ты понимаешь, что очень сложно вообще невозможно выстроить драматургию кадров. Все драматично, потому что каждый такой элемент – это привет из той мирной жизни. А причем, если говорить о здании обладминистрации, он символизирует. Вот приемная губернатора, вот кабинет губернатора, вот зал заседаний, вот какие-нибудь грамоты городов-побратимов Харькова или Харьковской области, вот подарки заграничных друзей, вот книги о истории Харькова и Харьковской области, которые находились в специальном парадном шкафу здания обладминистрации, просто репрезентовали
для гостей и так далее, и так далее, и так далее. Ковровая дорожка, мраморные лестницы. Все это атрибуты какой-то не просто прошлой жизни, а такой репрезентации. И вот они все, во-первых, разбросаны в груди обломков, чудовищных обломках. Во-вторых, они все притрушены этой пылью, иногда следами крови. И вот это вот странный когнитивный диссонанс, который возникает, вот этот привет оттуда, перешедший сюда в совершенно новую иную реальность. Этот контраст, он чудовищный, с одной стороны, и величественный одновременно. Возможно, мне как бы очень сложно стало как-то говорить то, что я собирался сказать об этом здании, пока не попал в него, потому что оно само по себе и смыслом, и архитектурой, и даже вот, как сказать, дизайном, что ли, определенным, это не квартира, это не офис, это не магазин, не ресторан, не что-то такое. Это здание, грубо говоря, правительства области, большого региона. И вот этот величие, этот масштаб не низвергнут в руины и в то же время сохранят величие тех людей, которые нам показывали это здание, которые нас водили по этому зданию. Солдат, которые его защищают и которые защищали и защищают его и сейчас. И вот это, наверное, самая честная, самая искренняя эмоция, что ты понимаешь, насколько все эфемерно перед войной, перед смертью, перед разрушениями, и в то же время, насколько величественна жизнь людей вне зависимости от их положения, социального статуса и прочего, все внутри нас.